Всем привет! Друзья, сегодня у нас на обзоре такой вот фабричный реактивный двигатель. Сегодня мы его будем разбирать, чтобы посмотреть, что там у него внутри. И поставим на стенд, проверим, какую он создает тягу. Должен создавать тягу 180 ньютонов. Это примерно 18 килограмм тяги. Этот двигатель от немецкого производителя называется Hammer IQ 180. Итак, приступим. Для начала снимем сопла. Посмотрим, что там у него за турбина. Я этот двигатель устанавливал на велосипед. Намотал уже на нем около 6 миллионов оборотов. Тут есть статистика внутри. И обратите внимание, один из винтиков практически открутился. Сопла, кстати, тут крепится очень интересно. Этот реактивный двигатель имеет рабочие обороты от холостого до максимальных от 32 тысяч до 123 тысяч оборотов в минуту. На максимальных оборотах он вырабатывает мощность около 35 киловатт. Давление на срезе сопла около 0,6 килограмм на сантиметр квадратный. Ну и вот так выглядит сопло у него. Как видите, здесь есть тот самый центральный обтекатель, но здесь он полукруглый. И он такое ощущение, что приглушает звуки. Все скручено на винтиках и на гаечках. Вот так вот как-то по-китайски. Но тем не менее все отлично держится и все приварено. Есть следы сварки. Тик сварочка, я так подозреваю. Сопла очень легенькая. Вообще весь двигатель весит 1650 грамм. Ну и вот так выглядит турбина. Что интересно, как я говорил, здесь сопло имеет необычное крепление. Дело в том, что направляющий сопловой аппарат прикручен отдельно, а сопло поверх этих винтиков, то есть оно еле-еле прикасается, прикручивается сверху. На турбине видно следы балансировки. Ох, как же она пахнет керосином, ребят, вы бы знали. В общем, сейчас мы будем все это дело дальше разбирать, снимать. Здесь очень много винтиков. Винтики, видно, все из жаропрочной стали сделаны. У Кингтеча там они приржавевшие. Походу обычные винты. Здесь же винты специфические. Точно так же прикручивается какой-то гигантской гайкой. Видно, что лопатки выполнены очень качественно. И видно там вдалеке датчик температуры. Этот двигатель, кстати, отличается от Кингтача тем, что имеет керосиновый старт. То есть подключается лишь трубочка керосина, и он сам запускается. Колечко снимается очень легко, оно здесь практически не держится. Оно служит некой проставкой между корпусом и соплом, ну и добавляет немножко лишнего веса. Хотя весит не так уж-то и много. Идем дальше, снимем вот этот вот замечательный красный кожух. Откручивается все тем же ключом под шестигранник. Друзья, кто в теме, поясните, очень странная ситуация. У двигателя ресурс 50 часов, либо 30 миллионов оборотов. Но если там, к примеру, на около 100 тысячах посчитать оборотов в минуту, то получается 30 миллионов это всего лишь где-то примерно 5 часов. То есть, что это за фигня, я совершенно не понимаю. Как-то не вяжется. Должно быть, по большому счету, 300 миллионов, а не 30 миллионов. Но почему так? Вот этого я точно не знаю. Снимаем этот замечательный красный корпус. Корпусиночка очень легенькая и анодированная с двух сторон. Ну а внутри очень много всяких прибамбасов. Во-первых, все в трубках. Сюда подается керосин и трубки разветвляются. Одна идет, по всей видимости, на керостарт, на вот этот клапан. Ну а другая идет именно уже на подачу, на питание. Здесь припаяно оловом. То есть получается при большой температуре оно может и отпаяться. Все это дело. Вот такая странная ситуация. Здесь какое-то подобие хомута, что-то здесь притянуто. Ага. Я думал, что это датчик оборотов. Может быть, оно так и есть, но а как же он подключается? Это мне вообще непонятно. Здесь вот просто штучка зажимается, алюминиевый кусочек, и все. Это как затычка какая-то, и больше ничего там нет. Как же так? Такое ощущение, что здесь что-то должно быть. И как же он измеряет обороты?
Пока что я здесь не вижу никакого датчика. Странно очень. Ну и попробую снять основной корпус. Да, затянуто сильно, надо хороший ключик. Есть большая опасность сорвать вот здесь вот грани, поэтому воспользуюсь старым добрым средством от ВМП Авто. Оно у меня здесь все время лежит на подхвате. На всякий случай воспользуюсь этим делом, чтобы открутить винтики. Потому что есть опасность сорвать. Сильно затянуты, а грани вот-вот начинают слизываться. Поехали. Оп. Почему-то еще не было никогда проблем при откручивании с этим средством. Я и свой двигатель самодельный 10 раз разбирал. И вот в таких ситуациях пользуюсь. Очень хорошо работающая вещь. Кстати, очень интересно. Нашел здесь трубочку. Видно, это для газостарта. Она не подключена никуда. Вообще, кстати, странный ТРД какой-то. Весьма странный датчик. Непонятно что, как будто он здесь должен быть, как будто вот что-то здесь самодельное вставлено. Трубка не подключенная. Ну, здесь мозги, все нормально. Часть от мозгов, скажем так. То есть сюда зашит ресурс и все остальное, я так подозреваю. Главное, чтобы она не отключилась у меня, когда выйдут 30 миллионов оборотов. Потому что я все-таки хотел бы по часам отработать. Чтобы он 50 часов свои все отработал. Вот эта вещь, друзья, стоит 3500 евро. Но правда, как показала практика, можно найти гораздо дешевле. Вот он и весь этот двигатель. Здесь мы можем заметить, проходит датчик температуры внутри. Камера сгорания тоже, опять же, очень интересная. Здесь нет ни одного ровного отверстия, ну хотя вот эти более-менее ровные. Эти все находятся под разными углами. Здесь углы вот так. Здесь в бок идет вот так загнуто. Здесь тоже загнуто в бок. Ну а здесь в эту сторону. Ну и здесь вот так. Получается, в сторону закручивания оно и должно туда залетать, завихряться. В общем, испарительные трубки тоже интересные. Они выступают вот сюда. То есть, опять же, воздух залетает в испарительные трубки. И там внутри, я вижу, находятся форсунки. Очень тоненькие трубочки. Вот можно их заметить. Они здесь припаяны. Там, где они непосредственно контактируют, вот, то есть начинают с испарительной трубкой контактировать, там видно какие-то следы нароста нагара. Видимо, оно там охлаждается очень здорово. И из-за этого трубки не выгорают, то есть там остается нагар. Также из интересного, что я еще смог заметить, на двух вот этих писюнах камера сгорания жестко крепится к корпусу. Да, конечно, много здесь всего, очень много кропотливого труда. Если еще вот эту штуку снять, может вообще стать интересно. Керосиновый старт находится внутри. Там вон внутри горелочка, и мне не видно. Никак не могу понять, из чего же оно там все это дело состоит. Я надеялся, смогу ее вытащить и посмотреть. Но, видимо, не судьба. Потому что, чтобы разобрать это все, нужно снимать крыльчатки, наводить здесь дисбаланс, так сказать. В общем, снаружи уже все можно понять. Камера сгорания, как видите, вообще не черная никакая. То есть каких-то следов нагара нет. Все выгорает. Вот это только вот интересное. Что-то здесь наварено как-то зигзагами. Непонятно, что это такое. Причем, что это на шов не похоже. Это... Хотя шва здесь вообще нет. То есть как-то это все так интересно сделано. Возможно, это шов, но шов идет зигзообразно. Вот так. Так. Да, это воистину шов. В общем, такие дела, друзья. Внутри образовался уже нагар. Ну, он не крепкий, и видно, как закручивается смесь. Видно, есть спирали внутри корпуса. Вот эта трубка, я пока что так и не понял. Такое ощущение, что это
идет туда, где должна быть подача масла. Странно, а подается ли масло на подшипники? Надо как-то разобраться, потому что непонятно. Эта трубочка как раз таки идет в ту сторону, где должна быть смазка подшипников. А она никак не задействована. Просто какая-то катастрофа и дичь. Надо взять, наверное, фонарик и проштудировать его получше. Все, ребят, кажется, разобрался. В общем, запутали меня немцы. Вот эта трубка, она заглушена. В нее ничего не продувается. Это, видимо, осталось со старых моделей. Они так и клепают вместе с этой трубкой, но заглушенной. Здесь же выход из коллектора. Он рабочий. И действительно туда в подшипнички проникает смазка. Ну, то есть топливо-смазочная смесь. Я сейчас пробовал промывать форсунки обезжиркой, специальной промывкой. И подшипники отреагировали, вал стал крутиться очень долго и спокойно, так легко. Ну, то есть прореагировало. То есть все туда поступает. Это не может не радовать. Это отлично. Можно собирать. А то я уже подумал, что надо что-то допиливать, дорабатывать здесь. Можно собирать, ставить на стенд и пробовать на тягу. Я думаю, попробуем в двух вариантах. Без сопла. Просто интересно посмотреть, как оно здесь будет работать. Лучше видно будет, так сказать. И с соплом. Интересно попробовать, как оно будет в темноте без сопла. Тяга не столь высокая, но зато он как-то очень резко откликается на газ. Поставил движок на стенд. Сейчас температура около 18-20 градусов на улице. И тяга должна быть примерно приблизительно близка к расчетной. Без сопла, естественно, тяга будет меньше. Установлены весы, безмен. Благодаря ним мы и посмотрим, какая здесь тяга. Все, стартуем, запускаем. Так, все здесь аккуратненько расположено. Осталось подключить вот этот проводочек. Так, коннектинг. Все. Стенд выставлен по уровню. В качестве топлива используется керосин в смеси с двухтактным маслом. Запускается двигатель очень легко. Нужно сделать всего лишь 3 движения. Так. Бурнер, поджиг идет. Ну все, поджиг состоялся, теперь идет разогрев камеры сгорания. Температура 200, 300. Градусов, 4000 оборотов, 5000. 8, 9, 500 градусов, 14, 15, 17 тысяч, 36 тысяч оборотов. Идет калибровка. Двигатель вышел на автоматический режим, можно давать газу. 520 грамм тяги на холостых оборотах. Добавляем мощности.
Я с закрытыми глазами, потому что камни висят. Почти 12 килограмм тяги было. Выключаем. Ну все, выключил двигатель. Было практически 12 килограмм тяги. Могли заметить. Весы почему-то немножко сбиваются все время. Вот, опять 300 грамм показывает. Надо опять тару нажимать. Но это почему-то с ними все время бывает при большом растяжении. Это как бы сильно мы не будем учитывать, потому что тяга у нас тут в килограммах уже идет. Теперь поставлю сопла. С ним, ребят, тяга должна быть гораздо больше. По паспорту должна быть 180 ньютонов. Все, весы выставлены. Все, запускаем. Так, все. Процесс пошел. Пока что тяги никакой нет. 6000 оборотов, 300 градусов. О, пошла тяга. 100 грамм. Попробуем на 50%. Давайте попробуем еще разочек. Сейчас движок на холостых практически работает. Килограмм превращается в 16,5 килограмм тяги, когда турбина прогреется. Когда будет набегающий поток воздуха, он будет выдавать еще немножко больше. Подключил мерную бутылку. Меня интересует расход на 50% тяги и на 100%. Сейчас мы это и то измеряем. Есть секундомер. И буду измерять, за сколько времени он съедает пол-литра. Пол-литра это через риску промежуток. То есть 1, 1,5, 2 литра. Будем измерять. Ну а потом можно будет вычислить расход уже хоть в граммах, в килограммах, хоть в чем угодно. Ставлю на 50% и буду делать засечку на пол-литра. Итак, на 50% это 8 килограмм тяги, пол-литра он съедает за минуту 13 секунд. То есть литр будет 2 минуты 26 секунд. Теперь проверим расход на 100% тяги. Добавил топлива и сделаем второй контрольный замер на 100% тяге. Набалтываем и делаем засечку.
На 100% тяги пол-литра есть за 42 секунды. На то, чтобы вам 2 раза показать тягу и 2 раза измерить расход, ушло почти 5 литров керосина. Так что, сами понимаете, движочек очень-очень прожорливый. Вот такой вот обзорчик, дорогие друзья. Кому видео было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лайками. Всех благодарю за внимание. И всем пока. Ах, этот запах керосина. Ах, ах.